Всем привет! Сегодня у меня на обзоре довольно интересная новинка от SimGod. Это проводные динамические EEM наушники с системой из двух магнитных цепей. Основной фишкой данной модели являются сменные звуководы, которые позволяют наушникам играть с разными АЧХ в зависимости от выбора комплекта. Внешне сами наушники выглядят очень стильно. Это полностью металлические корпуса с отточенной детализацией. Какой конкретно металл использовали при изготовлении, в описании я не нашел, но по ощущениям это некий стальной сплав, отшлифованный в зеркало. Таким образом, конструкция получилась максимально прочной, однако при этом надо понимать, что и вес у них выходит довольно приличный. Плюсом ко всему, сам металл естественно холодит, что в нынешнюю летнюю погоду может быть и нормально, но вот зимой на улице скорее всего будет не очень комфортно. В модели используются стандартные двухпиновые коннекторы на 0,78 мм, а сам провод имеет 4 посеребренные жилы и покрыт прозрачной оболочкой. Несмотря на то, что данную пару производитель позиционирует как условно бюджетную, с чем я не особо согласен, но при стоимости в плюс-минус $80 на развилке комплектного провода, а также в области штекера, почему-то решили использовать пластик. Не то чтобы это было как-то сильно плохо, но у конкурентов в основном в этих местах металл. В любом случае, при желании провод можно заменить на свой, проблем с этим не будет. Однако в процессе эксплуатации лично я в этом кабеле ничего плохого не увидел. В целом это хороший, удобный и гибкий провод с умеренно мягкими заушинами. Сам мини-джек для подключения к источнику несъемный, имеет Г-образную форму, небольшой размер и стандартный интерфейс в 3,5 мм. Для удобства хранения и переноски в комплекте с устройством идет небольшой жесткий кейс на молнии. Положить туда что-то кроме самих наушников, увы, не получится. Здесь разве что доп. Аксессуара можно хранить в отдельном сетчатом кармашке. Помимо стандартного комплекта амбушюр, которые, к слову сказать, имеют умеренную упругость и в целом, я бы сказал, удобные, производитель добавил сюда сменные уплотнители для звуководов в двух цветах, ну и разумеется сами сменные звуководы. По сути, здесь мы имеем два варианта, помеченных черным и красным. В моем случае в стоке из коробки накручены были красные. От черных внешне они никак не отличаются, просто в последних внутренняя полость заполнена акустическим поролоном, ну или каким-то вспененным полимером, за счет которого и достигается другой характер звучания. Аппаратно, помимо литых внутренних камер, за звук здесь отвечают 10-мм динамические драйверы с системой из двух магнитных цепей на основе магнита N52 и упругой композитной диафрагмы, что вкупе позволяет получить хорошую пропускную способность. Заявлена поддержка частот от 10 до 50 тысяч Гц с эффективным интервалом от 20 до 20 тысяч. Наушники обладают импедансом в 16 Ом, что позволяет их использовать с различными источниками, в том числе и со смартфонами напрямую, и чувствительностью в 123 дБ. Если же говорить непосредственно о звучании, то начну я, пожалуй, с условно-стоковых красных звуководов. При выборе такого подхода наушники выдают более естественные низкие и высокие частоты с чуть большим прогибом в среднечастотном регистре, нежели при применении черных. Звучание приобретает приятный объем, внушительную глубину и ширину сцены. Звук становится более атмосферным, живым и теплым. По-хорошему я бы назвал это звучание околомониторным, потому как все частоты здесь находятся на своих местах и прекрасно между собой взаимодействуют. Ничего не выбирает и не перетягивает на себя внимание. Получается такая целостная звуковая картина, с которой можно прекрасно работать в дальнейшем, если захочется поиграться, к примеру, с эквалайзером. Данная кривая отнюдь не басхедная, но при этом низкие частоты слышно хорошо. Их тут без перебора, оттого и при прослушивании музыки ты ничего не теряешь из виду. Здесь я бы даже сказал обратный эффект. Многие композиции начинают звучать по-другому за счет того объема, который выдают данные звуководы. С черным же вариантом картина выходит несколько иная. Здесь уже уклон идет в район средних и высоких частот, как бы занижая басовую составляющую. Однако по факту бас лишь немного уходит на второй план, предоставляя возможность раскрыться середине и верхам. Таким образом мы получаем чуть меньше объема, но при этом больше детализации. Преобладание высокочастотной направленности и некоторое сужение сцены очень отчетливо слышно, причем в любых жанрах музыки. Звук становится более резким и отточенным, но при этом сохраняет свою драйвовость. С таким подходом хорошо слушать что-то инструментально-вокальное, а вот для электроники здесь явно нет места. По-хорошему, какой бы вариант из этих двух не выбрать, общее звучание в целом будет одно. Не стоит питать надежд, что при смене звуководов что-то сильно поменяется, ведь источник получается конструктивно один и тот же, только для достижения преобладания высокочастотного эффекта аппаратно применяются некие фильтры.
так что детали будут слышны как в первом, так и во втором случае. Просто где-то они будут немного разбавлены объемом, а где-то наоборот получится больший акцент. В любом случае наушники получились очень интересными, особенно если учесть, что это однодрайверная динамическая система. От себя лишь добавлю, что меломанам с ними придется непросто, ведь постоянно менять звуководы то еще удовольствие. А послушав оба варианта, по-любому иногда будет хотеться это сделать. Лично я для себя приоритеты расставил, и при всей своей любви к деталям я все же предпочел красную историю. Ну и на этой прекрасной ноте я, пожалуй, буду закругляться. Спасибо, что посмотрели это видео, лайк, подписка по желанию, и увидимся в следующих обзорах. Пока-пока.